В середине августа текущего года группа картографов, работающих с открытыми спутниковыми данными, зафиксировала странную активность. На территории, официально обозначенной как необитаемая зона в северо-западной части континента, появились GPS-сигналы от нескольких источников. Это место давно было исключено из гражданских карт. По старым архивам здесь когда-то существовал небольшой промышленный городок, исчезнувший почти 30 лет назад. Но никакой активности с тех пор не фиксировалось, до этого момента. Сигналы были нестабильными, словно кто-то включал и выключал устройство вручную. Они длились около 6 минут и повторялись через 22 часа. Информация о них не попадала в открытые базы. Удалось сохранить лишь грубые координаты и временные метки. Специалисты, занимающиеся спутниковым мониторингом, заинтересовались. Неизвестный источник в мертвой зоне нарушал все протоколы. Один из инженеров сравнил это с тем, как если бы кто-то из прошлого вдруг поднял голову и подал знак. Что именно зафиксировали приборы? Было ли это случайным совпадением или попыткой привлечь внимание? Ответы могли скрываться в координатах. И именно туда вскоре направилась первая команда исследователей. Но то, что они обнаружили, оказалось гораздо мрачнее, чем просто забытый сигнал. Тот самый город, координаты которого указал сигнал, когда-то назывался Haven Point. Основанный в конце 19 века как добывающая колония, он пережил несколько подъемов и спадов. К началу 90-х здесь проживало менее 200 человек. Вся инфраструктура строилась вокруг шахт и линий электропередач, питающие соседние поселения. Официально Haven Point был закрыт в начале 90-х после серии аварий на электростанции и резкого оттока населения. Последняя зарегистрированная активность была зафиксирована осенью. После этого местность была признана опасной и выведена из гражданского оборота. Однако архивы в мэрии ближайшего округа содержали странные пробелы. Отчеты об эвакуации неполные, нет данных о точной дате закрытия города. Даже финальный акт о ликвидации коммунальных служб подписан задним числом. Будто кто-то пытался убрать любые следы спешки и паники. С тех пор, как город исчез, о нем не вспоминали. Ни в прессе, ни в интернете. Ни одного туриста, ни одного фото. Только старая выцветшая точка на бумажной карте, где все должно было давно сгнить и осесть под слоем пыли. Но если город был мертв, то кто или что подало сигнал почти через 30 лет? Во время экспедиции группа исследователей обнаружила среди обломков старой школы металлический ящик. Внутри аккуратно завернутый в пленку дневник. Автор — инженер по электробезопасности Джеральд Мейсон. Последняя запись датирована концом октября. Если кто-то это читает, значит, я все-таки ошибался. Прости меня, Сью. Остальные страницы содержали систематические записи, осмотры линий, перебои, перегрев трансформаторов. Но с середины месяца стиль резко меняется. Джеральд описывает молчащие дома, пустые улицы утром и чувство, будто весь город вымер ночью. Он утверждает, что видел людей, стоящих неподвижно на перекрестках, словно манекены. Они не двигались и исчезали при приближении. Одна из страниц содержит детальное описание провала подземных кабелей. «Что-то шевелится под землей», написал он, добавив схему, где помечены места аномального напряжения. Ближе к финалу он упоминает, что с ним перестали выходить на связь из администрации. Последние строки дневника не были чернилами, а выцарапаны «Они не люди». И они остались здесь. Журнал оборвался, но остался запах мокрого металла и пыли. Впервые за 30 лет Haven Point начал говорить. На краю штата в небольшом трейлере жил человек по имени Элис Колман. Его имя всплыло в старом списке сотрудников электростанции Haven Point. Удивительно, но он был жив. Более того, по документам он никогда не покидал штат, однако все эти годы скрывался, меняя места, не оформляя никаких бумаг. Когда к нему постучали, он сначала молчал. Лишь услышав имя города, закрыл глаза и произнес: «Я думал, он навсегда исчез». В течение нескольких часов Элис рассказывал, как в последние дни перед исчезновением начал замечать странности: свет, вспыхивающий в домах, где никого не было, голоса на радио, которых никто, кроме него, не слышал. И главное, люди, которые становились пустыми. Он говорил: ты смотришь в глаза, а там ничего, просто оболочка. Он бежал за неделю до эвакуации. Говорит, что все чувствовал, город умирал. Ни от голода, ни от аварии. Он просто терял себя. Самое страшное в его словах было не описание событий, а тишина между ними. Он не умолял поверить. Он просил не возвращаться туда. Никогда. Но экспедиция уже была в пути, и сигнал продолжал повторяться. Почему город исчез? Официальная версия — серия аварий, экологическая опасность и планомерная эвакуация. Но документы, архивы и свидетельства рисуют другую картину. Жители уезжали в разное время, группами. Некоторые оставались, надеясь на восстановление системы. Но внезапно все прекратилось. Нет заявления о пропаже людей. Нет финальных рапортов полиции. Будто бы все ушли разом. Без слов, без прощаний, без вещей.
Один из отчетов местной радиостанции того времени сохранился в подшивке региональной газеты. Ведущий вещал в пустоту. Если кто слышит, уходите. Просто уходите. Это последний аудиофрагмент с частоты Heaven Point. Местные фермеры, жившие в десятках миль, утверждали, что видели ночью огромный световой купол над горизонтом. Кто-то считал это полярным сиянием, кто-то выбросом газа. Никто не подошел ближе. Позже район был закрыт, без объяснений, и за следующие десятилетия никто не попытался туда вернуться. До первого сигнала. Но под тоннами земли и под заброшенными строениями что-то продолжало ждать. Что-то, что не ушло. За неделю до полной изоляции района в архиве сейсмологического центра сохранились аномальные записи. Небольшие станции в радиусе 100 миль зафиксировали колебания, не похожие на землетрясения. Частота слишком регулярная, как будто кто-то включал и выключал механизм гигантского масштаба. Наиболее четкий сигнал зарегистрировала станция в горах. Звуковая волна длилась ровно 34 секунды, после чего обрезалась словно ножом. Повторение случилось трижды, каждый раз в одно и то же время ночи. Анализ частоты показал, что звук исходил с глубины более 2 миль под землей. Что может издавать настолько мощные, но при этом строго повторяющиеся импульсы в изолированной зоне? Ни один геофизик не дал уверенного ответа. Версия о подземных работах была отвергнута. Да, к тому времени официально все было остановлено. Тогдашний глава департамента написал короткую приписку на полях. Это не техника, это поведение. Позднее, при раскопках рядом со старой шахтой, группа обнаружила металлический объект. Цилиндр, утопленный в породу. Его поверхность была покрыта ржавчиной, но внутри он был теплым. Местные жители, услышав о находке, советовали не открывать его. Они говорили, звук — это не предупреждение, это дыхание. После официального закрытия Heaven Point доступ к этой территории был ограничен. Формально из-за нестабильного грунта и потенциальной угрозы обрушений. Но на практике туда не допускались даже научные экспедиции. Воздушные снимки района были замылены на публичных платформах. Спутники, работавшие в автоматическом режиме, словно избегали этой зоны, а снимки, полученные независимыми исследователями, приходили с ошибками. Доступ к координатам ограничивался на уровне провайдеров. Даже картографические сервисы отмечали ее серой областью. Без названия, без информации. Все это больше напоминало попытку не защитить людей от опасности, а скрыть нечто. Пограничные службы получили негласные инструкции. Один из бывших офицеров рассказал, что им запрещали приближаться к границе старого города. Никаких патрулей, только камеры и только внешние. Его отчет содержал фразу: «Если кто-то выйдет оттуда, это уже не наш человек». Почему было важно удерживать внимание прочь от этой точки? Чего опасались те, кто закрывал город? И самое главное, если никто не должен был туда возвращаться, зачем все же кто-то пришел? Когда группа исследователей достигла центра города, первые шаги по старой мостовой вызывали тревожную пустоту. Но спустя несколько часов они наткнулись на нечто странное — свежие следы. Они вели от обломков старого почтового отделения к разрушенному зданию школы. Следы были четкими и, судя по всему, оставлены босыми ногами. Пальцы были расставлены широко, как будто человек шел по горячему песку или скользкой поверхности. Более пугающим оказалось то, что эти следы внезапно обрывались. Ни продолжения, ни возвращения, будто человек просто исчез на ходу. Образцы песка с того места отправили на анализ. Результат показал наличие аномальных кристаллов в структуре, которые ранее не встречались в регионе. Один из участников экспедиции утверждал, что ночью видел свет между руинами. Белый, устойчивый, как лампа, но без источника. Когда он подошел ближе, свет исчез, а на земле появились новые следы. Они вели в сторону старого ангара за городом. Все это говорило лишь об одном: кто-то здесь был и, возможно, все еще оставался. Среди обломков школы и здания управления экспедиция обнаружила пачку записок, заклеенных в пластиковую оболочку. Почерк аккуратный, будто писались в спешке, но с ясной целью. Некоторые из записей были датированы последними днями функционирования города. Авторы разные. Школьники, учителя, рабочие. Но главное — содержание. Фразы были построены в форме стихов, загадок и шифров. Одна записка начиналась так: «Если ночь дышит без ветра, прячься не в доме, а в стене». Другая гласила: «Не доверяй голосам за окнами, они зовут по памяти». Эксперты по криптографии изначально сочли это проявлением коллективной паники или даже массового психоза. Но при сопоставлении дат и мест упоминания записи складывались в цепочку, как дневник выживания в мире, где привычная логика перестает работать. Одна из записок завершалась координатами. Они вели к подвалу мэрии. Там под обломками был найден сейф. Заперт. Следов взлома не было. И на сейфе красовалась фраза: «Откроется, когда ты забудешь, кто ты». На окраине города располагалось здание, которое долгое время числилось как распределительный узел.
Однако по документам, найденным в архиве энергетической компании, выяснилось, это была экспериментальная станция. Проект классифицировался как E-Level Facility. Цель — исследование влияния электромагнитных импульсов на человеческую когнитивную активность. Когда исследователи проникли внутрь, все выглядело замороженным во времени. Столы с приборами, мониторы, чашки с запекшимся кофе. Но главное — устройство в центре зала. Генератор, соединенный с сетью кабелей, уходящих вглубь Земли. Он был включен. Красный индикатор мигал. Почти 30 лет. По периметру помещения находились капсулы, пустые, но с признаками длительного использования. На стенах диаграммы, показывающие уровни стресса, сна и чужих частот. Ни один из приборов не соответствовал известным моделям, словно часть оборудования была собрана по чужим схемам. Зачем был создан этот объект? И что он питал под землей все это время? Ответов не было. Но все приборы реагировали одинаково, как будто черная станция все еще работала и кого-то ожидала. При осмотре подвала радиоцентра исследователи обнаружили старый магнитофон. Лента была оборвана, но часть записи удалось восстановить. Звук шел с сильными помехами. Сначала шум, похожий на металлический скрежет, затем дыхание. Глубокое, хриплое, но человеческое. И, наконец, голос. Он говорил неразборчиво, но каждые несколько секунд повторял одну и ту же фразу. «Ты меня звал». Фонограмма была отправлена в лабораторию для спектрального анализа. Удивительно, но голос содержал сигналы на частотах, выходящих за пределы человеческого слуха. На сверхнизких частотах распознавались дополнительные фразы. Они звучали как команды, как будто кто-то общался не с людьми, а с системой или с чем-то живым внутри нее. Позже выяснилось, в последние дни перед исчезновением города радиоцентр принимал странные вызовы. Записи частот сохранились в блокноте техника. Частота 208 кГц. Никто не использовал ее с 60-х годов. Кто произнес те слова? Живой человек, загнанный в изоляцию, или голос, порожденный машиной? Ответ остался в глубине, как и сам источник сигнала. Но магнитофон продолжал работать, будто ждал, чтобы его снова включили. Когда сигналы впервые появились, их сочли случайным помехами. Но повторение, стабильность и точность вызвали сомнения. Один из инженеров заявил, они не просто шлют данные, они считывают реакцию. Как будто кто-то или что-то тестировало внимание. Отмечало, насколько быстро придет отклик. Эксперты предложили гипотезу. Сигнал мог быть вызван запуском автономной системы, оставшейся от старых экспериментов. Но проблема в другом. По расчетам у генераторов не должно было остаться питание. То есть нечто запитало их заново, изнутри. Один из датчиков зафиксировал импульс, совпадающий с биоритмами человека, но амплитуда была выше нормы, а длительность почти вдвое больше. Кто или что могло это породить? Команда рассматривала и иную версию, не передача, а приглашение или ловушка. Сигналы повторялись в одно и то же время суток, совпадая с моментом, когда в городе 29 лет назад произошло полное затемнение, словно кто-то следил за циклами и ждал совпадения. И когда внимание было привлечено, сигнал прекратился. Навсегда. Финальное обследование велось в районе, где когда-то располагалась центральная электростанция. Там, среди пепла и обломков, команда обнаружила воронку. Ровный круг в 3 ярда в диаметре, выжженный до стекла. Вокруг обугленные предметы, искавшиеся от жара. Но не было признаков взрыва, только жар и давление, действовавшие внутрь, а не наружу. В центре воронки лежал фрагмент бетона с выгравированной надписью. Это был не город, это был процесс. Что это значит? Кто-то использовал город как эксперимент, как систему наблюдения, или сам город стал участником процесса, организмом, который дышал, рос и умирал. Ни одна из версий не дала четкого ответа. Но ясно одно — никто из жителей не покинул город. Их не эвакуировали, они не исчезли, они перестали быть собой. Коллективная тишина, в которую ушел Heaven Point, не была случайной. Это было завершение. Те, кто вернулись туда спустя десятилетия, поняли главное — тайны не исчезают, они ждут. И когда к ним приближаешься, они открываются. Не чтобы рассказать, а чтобы забрать.